Доброе утро! Ну что, куда я снова с рюкзаками походными лечу? Вот такой аэропорт, кстати, якутский. Небольшой, маленький. А лечу я на север, Верхоянские Кегеляхи. Очень сакральное место. Это самое священное место Якутии. Я в предвкушении. На самом деле очень трепетно для меня. Я хотела туда попасть, увидеть. Во-первых, тундру, во-вторых, горы. И, конечно же, эту энергию, которая там есть. Лечу с группой из Москвы, таких же путешественников, как я. Местные туда не летают, потому что это считается таким очень сильным местом, и местные боятся. Вот, но посмотрим, прочувствуем. Я знаю, что меня там ждут. Приземлились Батагай, группа из Москвы. И с нами экстрасенс Кашет. Да, я даже ее узнала, и это такое очень-очень будет интересное путешествие. Чтобы добраться до священных гор, нужно проделать сложнейший путь. Например, нашим участникам из Москвы необходимо было вылететь из Москвы до Якутска. Эта дорога занимает 6 часов. Затем уже я присоединилась в Якутске, и мы летели уже из Якутска до Батагая на Ан-24. И при этом билеты внутри Республики Саха намного дороже, чем лететь, например, в Москву. Билет туда-обратно мне, например, обошелся в 40 тысяч, и это еще дешево считается. Затем нас встречал УАЗик, мы уже добирались до поселка Бетенкёс. Идем на кратер Батагайка. Врата ада называется в Якутии. Почему так называется, расскажет нам гид. Почему я поехала с группой? Потому что на север, к сожалению, никак, стану на фоне этой горы, никак не попасть, только с группой. Это впадина в районе хребта Чешского, в Верхоянском районе Якутии. Это самый большой кратер вечной мерзлоты в мире. Кратер этот появился в 1960-е годы. По одной из версий, на месте кратера была тайга, а затем лес начал вырубаться, и без деревьев земля начала проседать. Впадина это представляет собой постоянно растущий провал в вечной мерзлоте длиной 1 километр и глубиной до 100 метров. И он все разрастается, разрастается. Мы стояли на краю и прям слышен этот хруст деревьев. Это просто что-то невероятное. Послушайте. Это кратер. Он падает. Следующий шаг после поселка Бетенкёс. Посетили мы палеонтологический музей. Мы плывем на моторках уже непосредственно на нашу турбазу Туастах. И уже на моторных лодках мы переплывали 2 часа по реке Адыча. Мы плыли, перетекали в реку Туастах и именно подплывали уже к самой турбазе Туастах. Вот такая турбаза Туастах у подножия гор. Доехали мы на закате. На закате в такое волшебное место. Это сама турбаза. За мной балахан стоит, как всегда, якутский. Вот, посмотрите просто за мной вот этот вид. Просто из-за дыма, к сожалению, от лесных пожаров не видно, но там сами горы, в которые мы завтра уже начинаем восхождение, пойдем с гидом. Вот мы отправляемся в горы. Сегодня собираемся. Сначала едем на моторных лодках. Наша команда. Недалеко подъезжаем к подножию горы и начинаем восхождение. Сегодня часов примерно 6 будем подниматься. К вечеру туда придем и будем отдыхать. Остановимся в палатках там и уже затем будем опять снова подниматься. Наш отряд выдвинулся в путь. Подъем происходит вот по такой горе. Такой подъем. И идем туда. Вот наша группа. Мы уже оттуда пришли.
Снизу еще несколько часов. Вот, жарко. Но мошек, на удивление, нету. Это значит, горы нас принимают. Идем уже, наверное, 4-й час. Вот, с перерывами хорошо. Дорога вот такая. В принципе, ну, есть более резкие подъемы, конечно, и там будут особенно резкие по камням. Но пока что хорошо. Ветер обдувает, и нету мошек. Вообще нету мошек. Это какой-то нонсенс. А прям у нас очень классная погода. Единственное, конечно, лес такой мертвый, выгоревший. Горельник. Поэтому птиц нету. Вот. Каждое изваяние это сделала природа. Такое чувство, как будто бы это люди с разными характерами, с разными судьбами. Добрались до станции. Вот человек, они такие огромные просто. Теперь мы поднимаемся по таким уже камням. Уже давно. Ой, еще туда идти. А вот столько мы прошли. Мы уже выше, чем сами Кигеляхи. Их здесь много. Вот группа наша отдыхает. Горы Кигелях – это священные горы для якутов. Возраст их, по расчетам геологов, достигает 60 миллионов лет. Природа Якутии удивительна и таинственна, дикая, первозданная. Одним из самых загадочных уголков Земли, не побоюсь этого слова, не только Якутии, являются священные горы Кигелях. Гора Кигелях – это уникальнейшее творение природы, одно из неповторимых чудес. Находится в Верхоянском районе Якутии на водоразделе рек Яна и Адыча, в отрогах Киселяхского хребта, входящего в горную систему хребта Черского. Биоэнергетики, экстрасенсы, которым довелось побывать в паломничестве на Киселях, называют их Северной Шамбалой или энергетическим центром планеты. По загадочности, таинственности, неповторимости этих гор ставят в один ряд с островом Пасхи и Стоунхендж. Ура! Мы пришли наконец-то добрались до самой вершины. Там у нас уже огонь, костер. Но ждем людей. Кто-то пришел раньше, кто-то позже. В итоге мы поднимались 8 километров с половиной. Прошли за 5 часов. И это в гору поднялись где-то на 900 примерно метров. Горы Кигелях или Киселяхи по-русски – это высокие скальные столбовидные останцы причудливой формы, образованные в результате криогенового выветривания. Представляют собой камни, которые торчат на поверхности этих плоских гор или из льда зимой. Состоят они из твердых горных пород, преимущественно гранита. В некоторых кигеляхах обнаружены песчаники времен юрского периода, аргиллиты, глинистые сланцы. С виду эти камни похожи на людей, откуда и происходит их название. И если вы сами присмотритесь к изображениям этих гор, вы в каждом можете увидеть свое лицо, свой дух, свою живую суть. Высота этих гор примерно 1100 метров над уровнем моря, длина около 25 километров. Она вся усеяна столбообразными скалами. Средняя высота этих останцев до 30 метров. Открывая палатку, здесь вот такая красота. Вот так мы идем на обряд очищения. В горах, на самой-самой макушке, среди останцев, наш гид Нана проводила обряд алгыс, обряд очищения и обряд благословения этих гор для нас, для всех участников. И это было очень церемониально, очень сильно. В переводе с якутского языка корень киги означает человек. То есть относительно горы условный перевод будет означать каменные люди. Удивительное в том, что открытие этих гор принадлежит не ученым, а экстрасенсам, шаманам, людям со сверхъестественными способностями. Существует поверье, что в древности якуты и эвены, жившие в окрестностях гор, когда приходила беда, всегда обращались к Всевышним силам, к верхним Аи, именно через горы Кигелях. И разрешалось подниматься на эти священные горы только шаманам
и их сопровождающим. По существующим у адычинцев легендам, на горе Кигелях испокон веков живут верхние аи, верхние божества. И отсюда второй, более глубокий магический смысл этих гор и название — это духи гор или гора богов. Приходится уходить, собираем вещи, потому что закончилась вода. Вот там был такой как родник, из-под земли шла вода, и мы ее пили, мы ее грели, да, но, к сожалению, она закончилась, она высохла. Такое маленькое испытание для нашей группы, но группа приняла решение уходить, так как ни пищу приготовить, ни попить даже воды, поэтому покидаем, но сейчас пройдет экскурсия по этим прекрасным горам, расскажут у каждой горы, у каждого камня, вот даже вы тут видите, да, нос, рот, есть свой дух. Ну что, это камень ребенка, кто-то здесь видит попку, кто-то щечки. По якутскому поверью нужно подходить к камню, целовать, обнимать, просить свои желания. Вот, и тогда они сбываются. Можно брать отсюда также камушки и приносить. Но желательно всегда давать что-то взамен. Ну что, дорога обратно. Вот, просто по земле. Уже оводни появились. Там наша группа вдалеке. Идем вот туда к камням. Тропы нету, ничего нету. Вот просто по кочкам пробираемся. С палкой, благо у меня есть. Это, конечно, трэш. Почему так получилось? Потому что тропы заросли. Ну и, конечно же, тут как бы туризм не так развит уже. И гиды наши не такие прям хорошие, но тропы зарастают. И, как говорят местные, духи водят. Водят, хотят, чтобы мы тут походили, побыли. Ой, меня укусил оводень. Вот, чтобы мы тут походили. Но так происходит исцеление. Вот они сзади, за мной священные горы Кигеляхи. Мы их покинули, пошли туда, обошли все камни. И идем, вот, возвращаемся туда. И еще здесь экстремальные мы попали условия, потому что вода кончилась, воды не было. Без воды идем, спуск тоже долгий, часов 6 будет, мы уже 2 вот в пути. Тяжело, и люди, конечно, не приспособленные, особенно кто из Москвы, они нервничают, очень много ругаются. Я как человек наблюдающий вижу, насколько люди города, я отчасти тоже привязаны к этим комфортным благам. И когда оказываемся в таких экстремальных условиях, вот там вылазят все блоки, установки, то, что не дает вам развития, прийти к Творцу, к сердцу, к любви, даже в таких условиях. Но все можно. Вот, я хожу, пою. Сначала мы ходили по камням, смотрели, у нас была такая экскурсия, каждый камень рассматривали, чувствовали, заряжались, наполнялись, просили, молились, играли на хамусе, пели, исследовали эти горы. И затем уже на спуске, который был уже быстрее, около 3 часов мы спускались. Но с самой экскурсии это было часов, наверное, тоже 5-6. Человек, побывавший на этих горах с добрыми намерениями, заряжается свежей, внеземной энергетикой и очищается от земной энергии. У туристов, побывавших на горе Кигелях, меняется и ритм жизни, образ жизни. Они становятся более активными, переходят на здоровый образ жизни, решаются ранее неразрешенные проблемы, улучшается здоровье, общее состояние. И я могу это все подтвердить, потому что в нашей группе произошли колоссальные изменения с каждым из участников. Гора обладает удивительной энергетикой и исцеляющими свойствами, притягивает этой первозданной красотой. После 5-6-часового восхождения на гору, достигнув ее вершины, у нас у всех произошло изменение. Проходит усталость, появляется состояние какой-то эйфории, такого радостного детского состояния, радости, счастья. Ну что, вот мы добрались до реки, там через кустики. Уходим из этого прекрасного леса. Честно, на меня напала такая какая-то грусть, даже слезы. Не хочется так уходить. Но жизнь продолжается, и природа — это просто мое. И она всегда везде меня ждет, радуется, ликует. Я благодарю за этот опыт. Махтанапы.
Без воды было тяжело, было жарко. Но мы справились. И многие ребята просто, когда спустились уже к реке, они просто пили воду из реки, голову окунали в реку, чтобы как-то насладиться этой водой. Добрый путь! Доброе утро из Батагая. Последний день в Верхоянском Улусе, на севере. Скоро у нас самолет. Еще 6 утра. Вышла прогуляться по этому поселку. Что могу сказать? Советский поселок полностью заброшен, кинутый, с Лениным до сих пор. Производства в этом поселке сейчас нету никакого. Раньше здесь производили олово в этом регионе, поэтому в советское время он был более развит. Вот. И, конечно, жалко, что все приходит в запущение. Возможно, когда-то история снова оживет этого места. Людям здесь тяжело. Например, цены здесь в 2-3 раза выше, чем в Якутске, чем в Москве. Люди очень редко видят вообще какие-либо фрукты, какие-либо овощи. Да и вообще хорошие продукты, но живут, держатся за это место. Я очень желаю этому краю развития, процветания. Потому что горы Кигелях — это основное их сокровище, куда очень скоро многие люди поедут смотреть. Горы невероятнейшие.